Всем привет! Я продолжаю тестировать различные материалы для молдов. В этом видео я буду снова тестировать акриловый герметик, но несколько другим способом. И еще я приобрела текстурную пасту Sonnet. И вот мне уже не терпится поработать с ней. В эту пасту тоже входит акрил, и заливки получаются рельефными и гибкими. Также его можно окрашивать любыми абсолютно красками, тоже можно покрывать лаком, работать с мастихином либо с кистью. Принцип работы с пастой такой же, как и с акриловым герметиком. Для работы с пастой я подготовила кисти, и у меня есть вот такая деревянная палочка. Закладку буду делать в этот молд. Очень он мне нравится, красивые текстурные рисунки. Паста по консистенции похожа на густую сметану. Абсолютно не пахнет, есть легкий аромат, но это в принципе нормально. Ну что, приступаю к работе. Видео я немного ускорю. Приятного просмотра. И да, сначала я попробовала выкладывать пасту кистью, но мне оказалось так неудобно, поэтому я использовала деревянную палочку. Следующий молд я буду заполнять акриловым герметиком, но сначала я хочу попробовать такой способ, я не знаю, он действенный или нет. Я немного молд смочу водой и затем буду наносить акриловый герметик. И в еще один молд я нанесу акриловый герметик без использования воды. Так сказать, протестирую и тот вариант. Когда я делаю заливки молды, я веду вот такой небольшой учет. Я записываю дату и время, в которое я делала заливки. Также, если материал дал усадку, я добавляю и тоже пишу время. Прошло по времени примерно 1,5 часа, и герметик дал усадку. И сейчас я буду добавлять герметик снова на молды. Ну вот наступил следующий день. Сверху видно, что формы подсохли. И сейчас давайте смотреть, что у нас получилось. Герметик отстает только по бокам, но внутри он еще не просох. Текстурная паста Sonnet тоже дала усадку, и я ее докладывала, но спустя где-то 5 часов. Теперь посмотрим молд, который я заправила пастой Sonnet. И тут видно, что они прям сами хотят выпрыгнуть. Все очень хорошо застыло. И давайте открывать, смотреть, что получилось. В принципе, получилось неплохо.
и цвет более белый, чем у акрилового герметика. По гибкости заливки получились более упругими и, я бы сказала, более надежными. Пузырьков почти нет, и это меня радует. Единственное, где-то форма не до конца отобразилась на пасте. Ну, точнее, паста не до конца заполнила молды. Сейчас я хочу попробовать один способ, надеюсь, все получится. Я промажу пастой совсем немного дно каждого рисунка и затем наверх наложу уже готовую заливку. Теперь наверх этой пасты я кладу старую заливку и как бы буду вдавливать ее туда, чтобы лишняя масса вышла наверх. Со вторым перышком делаем то же самое, чтобы уже была пара. Ну что, наступил еще один новый день, и сейчас я буду смотреть и проверять снова заливки. С Анетом мне понравилось работать, заливки почти получились хорошими. Конечно, нюансы есть, но для этого нужна практика. Ну и давайте посмотрим, какими у нас получились перья. Надеюсь, все хорошо. Да, перья получились хорошими, есть совсем маленькие незначительные погрешности, но я считаю, что это отличный результат. Остальные заливки из пасты Сонет я выкидывать не буду, сделаю точно таким же способом. Результатом я довольна, и текстурная паста Сонет лидирует. Ну и сейчас посмотрим заливки из акрилового герметика. Как видно, они еще не высохли, середина очень сырая, но сани вот вроде бы выскакивают. Не особо они, конечно, хотят выскакивать, но вот наша заливка из акрилового герметика. И, как видно, снова много пузырьков. Попробуем второй молд, может быть, что-то выйдет, но не особо. Видите, середина вообще сырая-сырая. Ну, скорее всего, что остальные заливки из акрилового герметика тоже будут все в пузырьках, поэтому я уже даже не буду вам показывать, что там получилось. Еще в комментариях мне посоветовали использовать вот такой клей этой фирмы и еще клея фирм ВГТ и Момент Монтаж. Конечно же, я приобрету и протестирую их, и обязательно с вами поделюсь результатом. И много кто спрашивал, где я покупала молды. Ссылки я оставлю в описании под видео. Молды очень хорошие, качественные. В них очень хорошо прорисованы мелкие детали. Использую я их уже где-то больше месяца и работаю с ними каждый день. Форму они не поменяли абсолютно. Нигде не порвались, не потрескались. Спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, видео было для вас полезным. Жду обратной связи. Всем пока!